Всем привет, ребят! Меня зовут Андреа, я итальянский полиглот, говорю по-русски и на других разных языках. И мне очень нравится путешествовать, особенно поехать в Восточную Европу, страны, где говорят по-русски. И летом я впервые был в Казахстане, где я отдыхал на несколько дней, на неделю. И мне очень понравилось, поэтому я коротко хочу вам рассказать о моих впечатлениях о Казахстане. Казахстан, как вы же знаете, это огромная страна, одна из самых больших стран в мире. И что сказать? Казахстан великолепная страна, да, чудесная страна. Там очень много природы, очень много достопримечательностей. И я был только в Алматы, но это было достаточно для моего первого раза, потому что там много смотреть. И я посетил весь город, бывшую столицу страны. Я был также в горах. Я был в Шимбулак. И также сделал экскурсию. Был Шаринском каньоне. А также я был, где я был? Ну да, я посетил озеро Каинди, озеро Кульсай. Мне все эти места очень понравились, если говорить правду, если сказать правду. Я серьезно думаю, что очень стоит посещать эту страну и всем рекомендую туда поехать. Особенно сейчас, когда у нас с Милана есть прямой рейс, и поэтому, да, очень стоит туда поехать. И люди там очень приятные, очень дружелюбные. Мне понравилось беседовать с ними, общаться с ними. Каждый раз, когда я, например, ехал на такси, езжал на такси, они всегда рассказывали много о Казахстане, о городе Алматы. И всегда спрашивали, откуда я, почему я знаю русский язык и так далее. Ну, это было очень интересно с ними беседовать. И по поводу еды, там можно очень вкусно и дешево кушать. Поэтому стоит ехать, например, в ресторан. Да, там можно очень интересные, очень красивые, вкусные блюда пробовать. Например, бешбармак. Конина очень вкусная, кстати. Я думаю, что она, да, очень вкусная. И даже не слишком дорогая, как в других странах, например, в Италии. Или в общем Западной Европе. Что еще можно сказать? Да, большинство из людей говорит по-русски, английский мало знают, но это совсем не проблема, если ты говоришь по-русски. Ну, например, в моем случае это плюс, потому что я хотел именно туда поехать, так что чтобы попрактиковать русский язык, поэтому мне удалось, да. А что еще можно сказать? Ну, единственный минус, мне кажется, что это была погода, потому что там была очень жаркая, слишком жаркая, и это, ну, вообще, ты свихнешься с такой жаркой погодой, если ты не привык. Ну, кстати, я из Милана, там тоже очень жарко бывает летом, но мне кажется, что в Алматы даже жарче было. Да, особенно днем, если ты хочешь гулять в центре города, это невозможно, потому что слишком жарко и
Ну, трудновато бывает, потому что у меня всегда болела голова, и все, я просто хотел отдыхать в гостинице с кондиционером или принимать холодный душ. И вот, ну, в принципе, мне кажется, что это все. Да, еще одна вещь, которая шокировала меня, может быть, это расстояние в Казахстане, они огромные, ну, это то же самое в России, но я помню, что когда мы поехали в Шаринский каньон, был просто простор, и я к этому не очень не привык просто же, и поэтому для меня это было шок, ну, что я смотрел из окна автобуса, и ничего не видно, просто простор, просто пустыня, можно так сказать, да, и, ну, это очень впечатляет с одной стороны, а с другой стороны мне было даже страшно, потому что я думал, а где мы? А если что-то сейчас получится, что с нами будет? Но все-таки это было очень, очень круто, да, очень крутой опыт. Я хочу вернуться в Казахстан. Может быть, в следующий раз я посещу столицу, Астану. Но очень хочется даже вернуться в Алматы, потому что это очень красивый город, да, но, наверное, не летом, а весной, не знаю, или осенью, когда климат более приятный, можно так сказать, да. Ну, это все. Надеюсь, что вам видео понравилось. Будут у вас вопросы, задайте мне. Напишите комментарии, дайте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал и до скорого. Пока-пока.